Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Сегодня я хочу рассказать, как я из бумаги сделала декоративный манекен в стиле шеби шик. Хотя он и был пробным, получился вполне себе ничего. Я давно хотела сделать себе что-нибудь в этом стиле, и мне очень нравится именно манекен. Долго думала, как бы его соорудить, и вот теперь хочу поделиться с вами. Для начала надо найти куклу с формами и разобрать ее. У меня была давно куплена кукла на всякий случай, и вот он, этот случай, настал. Куклу не обязательно брать ненужную, потому что обычно куклы собираются достаточно просто, и в процессе изготовления манекена они не портятся. Итак, на начальном этапе нам понадобится часть куклы и фольга, сложенная в 2 раза. Оборачиваем куклу фольгой и как следует проглаживаем и выделяем все нужные места. После того, как фольгой все обернули, понадобится клей ПВА и бумажные полотенца, самые дешевые. Их лучше сразу порвать на небольшие кусочки. Теперь надо поверх фольги наклеить 3 слоя бумаги. Клей не жалейте, промазывайте все как следует. И после этого надо дать как следует высохнуть. После высыхания надо аккуратненько разрезать и снять получившуюся форму. Я резала маникюрными ножничками и помогала немного скальпелем. Но в целом форма снимается достаточно просто, и ничего страшного, если немного разойдется. Лучше резать ее, конечно же, сзади. Я сразу подрезаю еще ненужную фольгу, чтобы было удобнее дальше работать. А дальше берем опять клей ПВА и полотенце и наклеиваем еще слоев 5 с промежуточной просушкой. Можно на батарее. Также не жалейте клей и промазывайте как следует. В первую очередь, конечно же, заклеиваем место разреза. Соедините его как следует и наклейте бумагу. Я сразу наклеила 2 слоя, чтобы хорошо держалось. И потом, когда подсохло, клеила уже остальные слои. К сожалению, видео со следующим этапом у меня повредилось, поэтому расскажу. Это не очень сложно. Внутрь манекена я вставила палочку для суши и вокруг нее натолкала полотенец, как следует смоченных в ПВА. Еще раз утрамбовала и положила на батарею. Сохло почти сутки. Потом сверху намазала шпаклевкой. Можно взять любую готовую, продается в баночках. И после высыхания пошкурила мелкой наждачкой, а уже сверху крашу белой краской. Чтобы особо не выравнивать, не отшкуривать, я сделала кракелюр на ПВА. Делать это просто. На краску нанесла слой ПВА, не дав ему сильно высохнуть, сверху опять нанесла акриловую краску и сразу нагрела феном. Трещины получаются очень интересные, большие и маленькие, разные. И вот, наконец, самый интересный этап декорирования. Украшать манекен решила декупажем. Выбрала самую красивую салфеточку с достаточно мелким узором и вырывала нужные кусочки. Почему лучше рвать, а не резать? Потому что после приклеивания такой край будет менее заметен, ну и можно будет его потом еще чуть-чуть поправить. А вот резанный край поправить гораздо сложнее. ПВА развела немного водой и аккуратно от середины к краям кисточкой и рукой выравнивала и разглаживала салфетку, чтобы не было складочек. Пока клей не схватился, аккуратно деревянным стеком с водой и кисточкой убирал ненужные края. Все же это будет центральный, самый большой и самый видный мотив. Сначала думала сделать весь манекен в цветочек, а потом как-то само собой сложилось, что верх украсился другим орнаментом и немного другой палитрой. И так, мне кажется, даже интересней. Так как верх у меня более выпуклый, салфетки сначала смачивала водой, расправляла как следует, и только после этого сверху уже наносила клей. С водой удобнее их поправлять и при необходимости двигать.
После того, как нанесла салфетки на весь манекен и как следует просушила, покрыла 2 слоями акрилового лака с промежуточной где-то в час просушкой, а вот второй слой уже как следует высушила и продолжила декорировать. Для начала аккуратно срезала верхнюю часть палочки и напильником выровняла край. Долго подбирала, чтобы сделать сверху. Решила все-таки приклеить бусину. У меня нашлась такая в старых запасах, когда я очень увлекалась пластикой. Клеила на клей титан. По низу очень хотелось какого-то блеска, и я вспомнила, что покупала как-то в фикс-прайсе полубусины со стразами, и их можно клеить прямо полоской. Отрезала, легко наклеила, так как там уже нанесен клей. И вот мой манекен уже засверкал и засиял. Подставку сначала хотела сделать из гипса, но так как не нашла подходящей формы для заливки, слепила ее из яичных лотков. Подробный рецепт смотрите в моем видео по подсказке сверху или в описании. Слепила я ножку в виде шапочки, аккуратно сделала отверстие и оставила сохнуть на ночь, потом как следует отшкурила. Покрасила сначала в розовой краской, но мне не понравилось. Тогда решила украсить каким-нибудь незамысловатым узором. Для этого взяла контур и точечками нанесла узор в произвольном порядке. Высох контур быстро, потом я на него нанесла бронзовый пигмент и на подставку, и на палочку, чтобы было похоже на старину, и наклеила стразы по низу подставки. А также решила еще и закрыть отверстие в верхней бусине, также наклеив на нее стразину. Вот и готов мой манекен, теперь будет меня радовать. А я буду придумывать, чтобы сделать ему в пару в том же стиле. Спасибо всем за просмотр, хорошего всем настроения.